Привет, меня зовут Стас Быков, я программист. Сегодня вместе с вами разберемся, как загрузить сайт на хостинг. Всего существует 3 способа, как сделать так, чтобы ваш сайт оказался в интернете. И, конечно же, мы рассмотрим их плюсы, минусы, основные возможности. Я все буду показывать на экране своего компьютера. Но если вы не знаете, где выгодно разместить свой сайт и сделать его доступным для посетителей, то я хочу порекомендовать вам качественный хостинг, которым пользуюсь сам. Прямо сейчас в SpaceWeb вы можете получить хостинг с защитой от DDoS, домен и сертификат безопасности для вашего сайта всего от 49 рублей в месяц. Есть и другие бюджетные тарифы для размещения нескольких сайтов, а также линейка реактивного хостинга для крупных веб-студий и высоконагруженных проектов уровня Bittrex. SpaceWeb уже 21 год входит в топ провайдеров, и более чем 90 тысяч веб-разработчиков и крупных компаний доверяют ему свои сайты. В первую очередь здесь все ориентировано на удобство пользователей. В панели управления вы можете создавать сайты в пару кликов, в том числе на популярных CMS, WordPress, Joomla и других, а также запустить SEO-продвижение сайта и контекстную рекламу в сети Яндекс прямо из панели. Также в панели встроен антивирус, который помогает обнаружить все виды вредоносных скриптов в файлах сайтах. Это вирусные вставки, веб-шеллы, бэткоры, фишинг, дорвеи и спам-скрипты. Управлять хостингом можно через удобное приложение на смартфоне, контролировать нагрузку и баланс, регистрировать и продлевать домены, оперативно связываться с технической поддержкой и получать пуш-уведомления об ответах. На всех тарифах доступен пробный период 14 дней. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь со скидкой по промокоду SUPERSTAS. На своем канале я каждую неделю стараюсь сделать ролики по созданию сайта, чтобы прокачиваться в этом направлении. И вот недавно было видео на 32 минуты, где я показал всю систему от и до, как создать сайт новичку. То есть от домена имени, подбор хостинга, установка движка, настройка WordPress, оптимизация его, размещение статей. То есть это в этом видео, если не видели, то обязательно посмотрите. Но начали поступать вопросы. Стас, покажи, как загрузить сайт на хостинг, если он уже есть на компьютере, нам нужно просто его перенести. Или мы используем другой движок, потому что, как вы знаете, есть WordPress, есть OpenCart, есть Joomla, есть Bittrex, есть много движков, можете в интернете погуглить, посмотреть. И, конечно же, я решил записать отдельный обучающий урок. Как загружать сайты на хостинг. Я думаю, вы помните уже вот этот слайд. То есть из каких компонентов состоит сайт. Это хостинг, это доменное имя, это CMS движок. Да, хостинг вы выбираете в интернете, это место, где будет находиться ваш сайт. Дальше регистрируйте у регистратора доменных имен свое имя в интернете. Ну, например, stasbykov.ru или youtube.ru. Да, название вашего бренда, подключевой запрос или персональный бренд или название компании. То есть подбирайте доменные имена, они все уникальные. И дальше они привязываются к хостингу, то есть они перенаправляют на хостинг. А на хостинге уже есть CMS-система, такая как WordPress, мы разбирали в том видео, да, или другая. И они уже вместе функционируют. Так вот, есть 3 возможности, как загрузить сайт на хостинг, чтобы он там функционировал. Первый — это облачный CMS, то есть здесь уже есть данный движок, он находится на wordpress.com, и вы просто там регистрируетесь. Но есть минусы, есть плюсы, и сейчас я предлагаю вам разобраться, потому что не все понимают, какие есть особенности. И когда я обычно говорю ученику, да, создай сайт на WordPress, кто-то заходит на сайт официальный WordPress, регистрирует там аккаунт, и потом удивляются, почему есть какие-то нюансы, есть ограничения. Так вот, чтобы этого не было, давайте вместе с вами сейчас разберемся. Итак, первый вариант — это облачный CMS. У любого движка есть официальный сайт, так и есть у WordPress. Вот я захожу в wordpress.com, и я сразу же всегда любой сервис как тестирую, смотрю тарифы, планы, цены, то есть ограничения понять. И я вижу, что здесь, вот мы видим, есть бесплатный, но то, что бесплатно, всегда ограничено. Вы должны это понимать, потому что сервис должен существовать за что-то, да, за какие-то деньги, за какое-то финансирование. Поэтому здесь бесплатный тариф, вы не сможете полноценный сайт создать. Если вы хотите, вот смотрите, за 250 рублей при оплате ежегодно, да, но если мы помесячно будем, 590 рублей в месяц, вы получите только хостинг, отключение рекламы, получение платежей и поддержка. У вас не будет ни загрузки видео, ни премиум темы, у вас не будет поддержки в чате, ни аналитику не подключите. То есть обратите внимание, да. То есть, чтобы у нас хоть что-то работало, нам нужен тариф бизнес 2500 в месяц. То есть, понимаете, мы получаем с вами 2500, CMS там есть, но есть ограничение функционала. Зачем нам это? И
также мы сталкиваемся с проблемой оплаты. Так как оплата у нас не в России, эквайринг используется сторонний, западный, да, то не все карты сейчас проходят, и, конечно же, там есть свои проценты, есть свои комиссии, и в итоге цена 2503 уже может выходить. Потому что НДС не включен в цену у западных компаний. Там нужно смотреть на дату съемки этого видео, да, что сейчас происходит. Есть альтернативный вариант, более правильный, где вы создаете сайт у себя на локальном хостинге и загружаете уже через FTP. Мы используем здесь FTP клиента и загружаем сайт на хостинг. Я уже рассказывал про хостинг, которым пользуюсь сам уже более 12 лет. И здесь также есть промо-тариф, то есть можно попробовать. И промо-тариф при месячной оплате 59 рублей в год, то есть обратите внимание на эту табличку, да, 49 при годовой. И весь функционал, он есть, то есть он не ограничен. То есть мы можем с вами делать все, что угодно, у нас руки развязаны. Здесь есть реактивный тариф, вот у меня, да, у моих проектов, в веб-студии моей тоже мы используем реактивный. Но если, например, еще больше нужно мощности под интернет-магазин, под портал, то можно VDS отдельный виртуальный сервер рассмотреть также. То есть, что мы здесь делаем? Мы регистрируемся. После регистрации нам приходит вот такое вот письмо. Здесь мы видим, что есть информация для доступа. То есть у вас будет отдельный IP-адрес. Далее логин и пароль. Никогда никому не показывайте эти данные, потому что в этом случае, кто-то сможет воспользоваться, да. И дальше мы сможем уже подключиться через FTP клиента. Вот здесь вот данные для входа в панель управления будет. И, конечно, FTP клиентов бывает очень много разных. Я использую FileZilla. Она бесплатная. Вы можете зайти на официальный сайт. И вот так вот она выглядит. То есть FileZilla. Давайте вместе с вами сейчас посмотрю, чтобы потом вопросов не было. То есть FileZilla. Вот этот сайт, обратите внимание, скачивайте с официального, то есть filezillaproject.org. Там есть русский язык, не переживайте, потому что, не знаю, это официальный нет, вот этот русскоязычный, да, но вот с этого именно скачивайте. Это официальное ПО, да, от разработчиков, оно бесплатно. То есть мы его с вами скачали, и дальше начинаем вводить уже логин, пароль и IP-адрес, которые были у вас в письме после регистрации. Вот здесь вот IP-адрес сервера, я ввожу его в хост. Дальше логин. Вот в это сверху, видите, панель. И дальше пароль. И дальше мне нужно нажать быстрое соединение. Вот я нажимаю. Видим, что мы подключились теперь к нашему хостингу, где зарегистрировались. И здесь у меня, видите, есть два сайта, есть еще поддомен, куда я могу также сайт загрузить. То есть эти папки находятся на хостинге. У вас их, когда вы только зарегистрировались, не будет. Нужно будет сейчас сделать то, что дальше я вам буду показывать. И уже вот в эту папку, то есть название доменного имени и паблик HTML, я загружаю файлы сайта. То есть те файлы, которые у вас есть на компьютере. То есть перетаскиваем слева направо. Вот с левой стороны, да, я вот сюда вот направо перетаскиваю. Чтобы вот эти папки, у вас доменное имя привязать к этой папке, что мы делаем? Мы заходим с вами в админку нашего хостинга, домены, дальше мои домены. Дальше нам нужно будет с вами зарегистрировать. Вот здесь нажимаем зарегистрировать. И подбираем доменное имя в зоне .ru. Обязательно, если вы на Россию будете продвигаться. И мы проверяем. Например, вот давайте webmasterstas.ru. Для примера, да. То есть он свободен. Если мы на год оплатили хостинг, то он будет в подарок, доменное имя в подарок мы получаем. Да, если оплатили помесячно, то нужно будет заплатить 199 рублей в год. Это обязательно оплата доменного имени. Доменное имя привязывается к вам или к компании. Тут по-другому никак, да. Мы здесь нажимаем «Далее». Сейчас у нас домен будет создаваться. И чтобы его зарегистрировать, нам нужно привязать доменную персону. Вот здесь нажимаете «Выбрать». Если вы только-только создали здесь аккаунт, то нажимаете «Создать новую доменную персону» и заполняйте обязательно все свои данные. Паспорт, там, телефон, все, чтобы это было, потому что это официальное доменное имя. И оно привязывается к вам.
Тут ничего переживать, конечно же, не стоит. Дальше делайте автопродление, чтобы не забывать. И следующее, мы с вами выбор сайта, создать новый. Я обычно вот как название домена так и пишу, чтобы разобраться и не теряться потом в этом. То есть я его прописываю. Можно перенаправить уже в существующую папку, но я создаю всегда новую для домена. И дальше нажимаю «Зарегистрировать». Затем у нас перебрасывает в раздел «Мои домены», то есть домен успешно отправлен на регистрацию. И видите, здесь он уже скоро будет создан. То есть он регистрируется, и в течение суток уже можно на него создавать сайт. Необходимо время, чтобы доменное имя оно проиндексировалось вообще в интернете. И в этот момент создается также папка на сервере. Здесь у меня сейчас другой аккаунт, поэтому давайте я подключусь. То есть вот я подключился к своему аккаунту, и мы видим, вот эта папка Webmaster Stas. Здесь есть паблик HTML. В эту папку мы с вами загружаем CMS-движок. Чтобы нам скачать и поработать с ним, может быть у вас уже еще нету его, да? Мы заходим на сайт wordpress.org, скачать WordPress. Здесь нажимаем «Скачать WordPress 2.11». Я рекомендую его разархивировать, то есть прямо на компьютере. Это папка, мы заходим, и вот в корень нужно зайти, где все файлы. Выделяю все и переношу в паблик HTML как раз вот в ту папку, куда мы привязали доменное имя. webmasterstas.ru. Да, вот как раз название папки как домен, чтобы не потеряться. Сейчас мы смотрим файлы в задании 2800, и сейчас в зависимости от скорости вашего интернета они будут загружаться на хостинг. Мы можем уже в эту папку и файлы, и видео закачивать, если вам будет нужно. Сейчас ждем и продолжим. Также можете закачать любой другой движок, не обязательно WordPress, да, может быть у вас OpenCart или еще какой-то. Просто подгружаем его и сейчас начнем уже пользоваться. Все, файлики у нас все закачались, и здесь обязательно подождите, в течение суток у вас доменное имя привяжется, обычно быстрее, да, и тогда вы сможете уже по нему зайти, и у вас будет доступна установка сайта. Итак, заходим с вами, то есть вот я захожу в Webmaster Stas. И меня сразу же перекидывает на настройку. То есть те файлы, которые я подгрузил в файл zili, они уже начали работу. Теперь здесь что нужно сделать? Конечно, нам нужна база данных. Потому что WordPress, он работает с базой данных. И нам нужно перейти с вами в панель управления снова хостингом. Дальше заходим с вами хостинг, базы данных. Далее справа нажимаем создать базу данных. И здесь пишем название, чтобы вам было понятно. Webmaster. Ну, много символов не влазит, не умещается. Ну, например, вот так вот. Далее придумываем обязательно пароль, записываем все в блокноте. Я всегда на компьютере записываю, еще в тетрадь потом переписываю, потому что что-то может с диском с вашим случиться, и вы потеряете доступы. Конечно, можно это все восстанавливать, но это же время, да. Здесь можно автоматически его сгенерировать надежный пароль. Дальше, тут комментарий для себя. Webmaster напишу, Стас, чтобы было понятно, да? Дальше MySQL оставляем, нажимаю создать. Все, база у нас с вами создается, она пустая, естественно. И теперь мы переходим с вами к установке сайта, нажимаю вперед. Здесь имя базы данных. Вставляем название вашей базы, то есть не только то, что мы придумали, но и в начале префикс вот этот, название, ваш логин точнее, да? Дальше имя пользователя, которое вы придумали. Оно идентично вашей базе данных. Дальше вставляем пароль, оставляем localhost и префикс вот этот vp тоже оставляем. Нажимаем отправить. Все, у нас есть подключение к базе данных, и теперь запустить установку. Я вас поздравляю, мы с вами запустили сайт. Делаем название сайта, ну, например, я просто для примера 1212. Имя пользователя давайте admin Stas. И дальше придумываем надежный пароль для админки вашего сайта. Здесь вставляем рабочий e-mail и нажимаем «Установить WordPress». Отлично, пароль можно сохранить. Нажимаем «Войти» и вводим те данные, которые только что с вами придумали. Да, то есть логин, пароль, «Войти». Все, теперь я вас точно поздравляю. То есть мы можем перейти на сайт. Сайт готов, это главная страница. Дальше мы переходим с вами в внешний вид, настройки. Обо всем я уже говорил вот в этом видео, которое длится 30
2 минуты. Обязательно его посмотрите, там и какие плагины я использую, вот этот список мы с вами там разбираем. Обязательные, как делать базовую настройку, там все это есть. Те плагины, которые я в своих проектах устанавливаю своим клиентам. Ну и, конечно же, если мы посмотрим, как загрузить сайт, я считаю, что это лучшее решение, да, вот именно если вы хотите с компьютера его загрузить. Но есть еще третий вариант, это установка сайта через панель управления. На самом деле, если у вас сайта на компьютере еще нет, и вы хотите его создать, вам как раз подойдет третий вариант, где вы просто одним кликом можете создать себе сайт. Вам даже базу данных вручную не нужно будет создавать. То есть, что нам нужно сделать? Переходим с вами хостинг, сайты. Дальше нам нужно справа вверху нажать «Создать сайт» и теперь выполнить 4 этапа. То есть выбор папки, опять же придумываем как и название домена, но здесь понятно уже не Webmaster Stas, да, оно уже занято, это доменное имя. Ну давайте Webmaster Stas 2, просто для примера это делаю. Это доменное имя у меня такое будет. Дальше. Создать новую папку webmasterstas2.ru. Переходим к следующему этапу. Здесь доменное имя вставляем. Если оно еще не зарегистрировано, нажимаем галочку «Зарегистрировать». Выбираем доменную персону и переходим на третий этап. А на третьем этапе уже мы с вами выбираем CMS, то есть тот движок, который будем устанавливать. Вот, есть блоги WordPress. Есть Bittrex, Joomla есть, Drupal есть, тут могут пополняться, то есть смотрите, что есть на данный момент. Движок форума, галереи, выбираете блоги, нажимаете «Установить». И все. На этом наша работа закончена. Сайт установлен. То есть мы просто кликнули, ну буквально 4-5 раз, да, можете посчитать. И сайт уже вот он, по этому адресу он будет находиться. Но здесь, к сожалению, доменное имя я еще не зарегистрировал вот это, а так бы сайт уже здесь открылся и была бы настройка сайта. То есть здесь, конечно же, этот путь гораздо проще, но он применим в том случае, если у вас еще нет сайта и вы хотите его создать. Через панель управления буквально несколько кликов. Если вы ищете возможность создать сайт, загрузить его через FTP на хостинг, он у вас есть на компьютере, может где-то вы его скачали, может вам разработчик его передал, то вот я вам систему показал через FileZilla, подключайтесь к хостингу и загружайте в корень сайта все ваши файлы, а доменное имя привязывайте через веб-интерфейс, то есть в админке хостинга. То есть у нас какой вывод? Если мы хотим с вами создать сайт, то облачную CMS мы точно с вами не используем, потому что это невыгодно, это неудобно, это в наше время уже не работает. Оплата может не проходить. Если мы выбираем FTP доступ, загрузка сайта или через панель управления, то, конечно же, я вам рекомендую тот хостинг, которым лично я сам пользуюсь. Это Sweb. Здесь много тарифов, на любой вид. Есть промо-тариф 49-59 рублей в месяц. Да, можно попробовать. Есть тестовый период 14 дней. За это время вы сможете любое количество сайтов сделать и протестировать ваш проект в интернете. В итоге у вас уже будет полноценный сайт. Вы все увидели на экране компьютера, как это делается. Я вам весь процесс показал. Сайт готов. Теперь нужно выполнять его настройку. Теперь будем делать его оптимизацию и продвижение. Информация об этом есть в этом предыдущем видео. Я ссылочку на него также оставлю в описании под этим видео. Все необходимые ссылки вы найдете в описании под этим видео. Если у вас остались вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.